humanity. Мне очень нравится сегодняшняя огромная накачка XRP с выхода в эфир стандарта ISO 2002. Конечно же, наступило и ушло 20 марта, и я знаю, что некоторые люди предполагали, что мы увидим какую-то большую активность в реестре XRP. Мы собирались увидеть рост цен на XRP, а Мейсон здесь просто прогуливается по сообществу XRP. Здесь что-то вроде движения тролля. Рад, что я узнал правду об ISO 2022, и теперь могу просто рассматривать это как отличный шаг в правильном направлении для создания наилучших условий для Ripple и XRP. Он по-прежнему настроен оптимистично. Я по-прежнему настроен оптимистично, ребята. Я собираюсь вам все объяснить. Я нашел больше информации, объясняющей, как на самом деле ISO 2022 в конечном итоге приведет к росту XRP. Так что да, даже если это утверждение на первый взгляд было неточным, ISO 2022 приведет к росту криптовалюты XRP в мгновение ока. Этого не произойдет. Конечно, этого не произошло, но по трубе поступает все больше информации, которую, я думаю, мы должны рассмотреть с учетом ситуации в банковской сфере, в которой мы находимся, вы знаете, особенно в Соединенных Штатах. И если эта зараза собирается распространиться по всему миру. В письме к Обесе, в котором публикуется это сообщение, говорится: хорошо, похоже, банковский кризис начался в одночасье. На самом деле это результат 4 триллионов долларов напечатанных стимулирующих мер, многолетних нулевых процентных ставок. Мы должны это помнить, не так ли? Вот уже более 10 лет мы наблюдаем дешевые деньги. Занимать деньги было очень и очень недорого в течение последнего года, практически со времени финансового кризиса. То есть практически с 2009 года. В-третьих, у нас ФРС буквально покупает облигации ЭТ. В-четвертых, 22 месяца подряд инфляция составляет 5% плюс 1%. Мы платим за годы свободных денег. Я думаю, это неплохой итог. Хуже всего то, что инфляция по-прежнему составляет 6%, доступность жилья на рынке по-прежнему находится на рекордно низком уровне, а у американцев сейчас больше долгов, чем когда-либо. Решение ФРС и прогноз на среду невероятно важны. А затем Дейв не выдержал и сказал: банки по-прежнему выдают кредитные переводы под 0% прямо сейчас. Буквально таким же образом мы попали в финансовый кризис 2008 года. Постоянные отсрочки платежей. Физическое лицо прямо сейчас может занять значительную сумму по сравнению со своим доходом, открыть новые кредитные карты, потратить на одну из них, чтобы воспользоваться преимуществами 0% годовых при переводе баланса под 0% в течение 18 месяцев, промыть и повторить. В течение 3-4 лет заемщик не может расплатиться по кредиту и объявляет дефолт. После чего банки теряют деньги из-за плохих инвестиций и удивляются, почему у них так много дефолтов по кредитным картам. Вот отличный пример, один из примеров того, что происходит. Самое сложное, что можно вбить в голову людям, это концепция денег, исходящая от Джозефа Симпсона. Банкнота Федеральной резервной системы – это простой вексель, долговой инструмент. Это частная валюта частной банковской корпорации. На нее наложен арест, и все, что вы покупаете, цитируемое без кавычек, подлежит аресту. Чтобы в этой теме было больше людей, я приведу ссылку на это в описании видео, которое явно критикуется по уважительной причине. Так что в письме к Обесе это изложено именно там. У нас также был Джек Малерс на канале CNBC, и да, он сторонник биткоина, но он действительно поднимает хороший вопрос. Финансовый кризис объяснил это. Послушайте Джека Малерса, если вы, ребята, не видели этот клип. Послушайте, что он говорит ведущим CNBC о биткоине. Банковский кризис – это дефляция. И поэтому, когда я вижу, как Баладжи и другие говорят, что биткоин подорожает до $1 миллиона, он может подорожать. Но это может быть связано с реакцией ФРС на этот вопрос. 2010-е годы не были гиперинфляционными. Нет никаких очевидных причин, по которым сейчас тоже была бы гиперинфляция. Да, так что, Келли, на самом деле все не так уж сложно, и мне не терпится попытаться донести это до Америки. Здесь, в Чикаго, часто используется рыночный термин «спрос», находит свое выражение в предложении. Что я под этим подразумеваю? Если Кен Гриффин захочет купить самый дорогой кондоминиум в Америке, кто-нибудь построит его для него. Кто-нибудь возведет 201 этаж в самом высоком здании Майами. Если цена на серебро вырастет в 1000 раз, я прямо сейчас пойду к себе на кухню, расплавлю все свое столовое серебро и продам его на рынке. Если цена на золото будет расти, Илон Маск найдет еще больше золота на Марсе. Биткоин – это очень важный момент. Биткоин – единственный денежный инструмент в истории нашего вида, который является фиксированным. Не имеет значения, насколько возрастет спрос на этот класс активов, Келли, никто никогда не сможет извлечь из него больше пользы. Есть две вещи, которые я могу вам гарантировать в своей жизни. Во-первых, я умру, а во-вторых, когда-нибудь будет только 21 миллион биткоинов. И это те две вещи, которые я могу ценить только как свою жизнь и свой биткоин. Так что это единственный актив с фиксированным запасом, Келли, все не так уж сложно. Он будет расти, потому что все остальное может быть выпущено в большем количестве. Есть ли в этом смысл? Вы должны объяснить мне одну вещь. Почему подача воды исправлена? И это потому, что кто-то говорит, что она исправлена? Кто мог бы изменить свое мнение?
Нет, это отличная мысль и отличный вопрос, Тайлер. Это потому, что так написано в программном обеспечении, а программное обеспечение распространяется. Спросить об этом ни у кого. Здесь нет ни одного человека, которому можно было бы доверять. Вся эта децентрализация, децентрализована ли она для того, чтобы вы могли размещать фотографии в блокчейне? Децентрализована ли она для того, чтобы вы могли исправлять игры? Нет, она децентрализована, так что ответственность за денежно-кредитную политику распределена таким образом, что это сеть компьютеров, которые фактически защищают политику и инструменты управления денежными активами. К эфириуму это не относится. Это не относится ни к одному другому альткоину. Это не относится к доллару США. Это не относится к недвижимости Майами. Это не относится к драгоценным металлам. Это единственный денежно-кредитный инструмент, который распределяет и защищает свою денежно-кредитную политику. Простите меня за прямоту. Но если вы скажете, что это происходит потому, что программное обеспечение написано именно так, и оно неизменяемо, почему нельзя было переписать программное обеспечение, или почему авторы программного обеспечения или хранители программного обеспечения не могли написать новое программное обеспечение, которое создает биткоин-20 с другим запасом фиксированного запаса биткоина? Да, итак, Тайлер, я запускаю программное обеспечение для биткоинов, и кто-то попытался это сделать. Я хочу, чтобы вы погуглили биткоин кэш после того, как это интервью закончится. Кто-то сказал: я хочу изменить правила биткоина. Возможно, я захочу создать больше предложения. Возможно, я захочу сделать это быстрее. Возможно, я захочу заставить его сделать сальто назад. Я могу заставить его захотеть хранить фотографии обезьян, сверлящих самих себя, в блокчейне. И они создали его, и они создали новые правила, и они назвали его биткоин кэш. Это другой актив, это другой инструмент. И когда кто-то пытается заплатить мне за это, мои правила программного обеспечения, которые я запускаю у себя дома в комнате вон там, говорят: нет, это не действительно. Эта штука кусок дерьма, и я не принимаю ее, потому что она аннулирует правила системы, которые были установлены Сатоши Накамото более 10 лет назад. Таким образом, вы можете создавать все, что захотите. Вы хотите создать монету ФРС сейчас? Подбросьте монетку Дуки, мне все равно. Существует 21 миллион вещей, которыми я управляю, которые я защищаю и в которых я сохраняю, и эти правила были введены давным-давно, и это то, чем управляет сеть. Таким образом, если вы измените правила, вы создадите другой денежный актив и другой инструмент. Это не имеет значения. Он прав. Я не обязательно согласен на 100% с тем, что он здесь говорит, но я имею в виду, что он действительно прав. Должен сказать, что у него действительно есть несколько хороших качеств. Полностью ли защищен биткоин? Нет, он по-прежнему подвержен 51% взломам и все такое прочее. Но просто для того, чтобы донести эту идею до основных СМИ, опять же CNBC, это будет полезно, по сути, для криптопространства в целом. Я имею в виду, даже если вы, ребята, не верите в биткоин и ненавидите биткоин или что-то в этом роде, на самом деле это не имеет значения. Такого рода разоблачения, я думаю, в конечном итоге подтвердят подозрения людей в отношении биткоина, что это актив, который фактически защитит от возможного краха банковского сектора. Я имею в виду, что мы считаем биткоин одним из самых высокоэффективных активов или, возможно, самым высокоэффективным активом на сегодняшний день в 2023 году. Вы знаете, в то время как мы наблюдаем за акциями и другими активами, давайте рассмотрим здесь индекс Dow Jones Industrial Average. И если мы возьмем это с января, а это прямо здесь и примерно здесь, с начала января по настоящее время, вы увидите, что G снизился на 3,29%. Вы можете видеть, что золото даже выросло. С начала года оно подорожало на 7,85%. Но биткоин вырос на 69%, почти на 70% с начала 2023 года. По мнению Джека Маллера, люди снова становятся увереннее в биткоине. Я так не думаю, я думаю, что это ралли во многом похоже на то, что я продолжаю повторять. Вы знаете, каждое ралли будет другим. Каждый бычий забег в криптоиндустрии будет отличаться от других. Я думаю, что этот раз будет отличаться тем фактом, что мы увидим еще больше банковских крахов, более бурные времена для банковского сектора. Я думаю, что все больше людей заинтересуются не только биткоином, но и другими криптовалютами. Так что я думаю, именно это послужит толчком к следующему ралли. Мы не думали, что время будет таким идеальным. Однако похоже, что все складывается именно так. В любом случае, я хотел бы продолжать двигаться вперед, потому что мы наблюдаем не только позитивный сдвиг в повествовании, но и внедрение в реальном мире, не так ли? Это видео от Майка Мэнфилда. Компания SellPoint Digital, мировой лидер в области организации платежей, сегодня объявила о новом партнерстве с партнером Ripple NIM. Так что Ниму действительно удалось добиться успеха. Благодаря этой интеграции SellPoint Digital и NIM предложит продавцам оптимизированный сквозной процесс перемещения денег без каких-либо трений. Платежные системы воспринимаются многими как сложные и фрагментированные, и поэтому благодаря этому партнерству ребята объединяют усилия для решения этой проблемы, упрощая и оптимизируя платежную экосистему и предлагая продавцам больший контроль и гораздо более простой процесс. NIM, конечно же, расширяет возможности перемещения денег по требованию, поскольку они являются партнером Ripple, и им очень легко это сделать. Ее глобальная сеть нормативных лицензий, служб соответствия требованиям и API-интерфейсов мирового класса предназначена для того, чтобы сделать сложности глобальной торговли невидимыми. Торговцы могут беспрепятственно платить сотрудникам, поставщикам, местным продавцам и партнерам, где бы они ни вели бизнес, с помощью единой платформы. И уникальность этого заключается в том, что SellPoint Digital также заинтересована в этом. Они действительно хотят обеспечить бесперебойную коммерческую
деятельность. Его платформа для организации платежей, первая в своем роде, была разработана с первого дня для оптимизации эффективности платежей и обеспечения авторизации и согласования по всему миру и между несколькими покупателями. Таким образом, у нас уже есть такая же идеология от SellPoint. Мы хотим обеспечить бесперебойную коммерческую деятельность. Конечно же, у нас есть Num, компания с поддержкой Ripple, которая также обеспечивает бесперебойные платежи. Брак, заключенный на небесах, скорее всего. Поэтому я хотел бы поблагодарить Майка за то, что он указал на это. Также случайно увидел этого парня от Майка Мэнфилда, партнера Ripple Finastra, который сегодня объявил о новом партнерстве с Aspire. Таким образом, Aspire – это глобальная компания, предоставляющая технологические услуги. И это партнерство призвано дать возможность финансовым учреждениям по всему миру переводить свои платежные операции и ускорить их предложение мгновенных платежей. То же самое можно сказать и о мгновенных платежах. Благодаря внедрению систем Finasteris Payment и переходу на Aspire и возможностям системной интеграции, клиенты могут воспользоваться комплексными решениями AS для обработки платежей по нескольким рельсам, доступными в Microsoft Azure, поскольку у них будет прямой доступ к сетям, таким как целевые мгновенные расчеты по платежам или подсказки от Европейского центрального банка, Агентства недвижимости США, срочные платежи или РТП, FedNow и SWIFT. И вот вам цитата, ребята: облегчение мгновенных платежей является нашим ключевым приоритетом для банков, особенно в условиях продолжающегося роста потребительского спроса. Это говорит Сильви Бушерон-Саньо, Сильви Баучерен-Сания, директор по глобальным платежам Finastra по доходам. Будучи очень гибким и настраиваемым решением, услуга управления платежами, доступная в виде облачной службы управления, позволяет банкам быстро развиваться в соответствии с постоянными инновациями и требованиями регулирующих органов при низких затратах и с дополнительной безопасностью. Так быстро и с минимальными затратами. Очевидно, что это очень и очень безопасно. Таким образом, все, что вы получаете с помощью реестра XRP, работающего по технологии DELT, через RippleNet благодаря этому партнерству с Finastra. Благодаря партнерству с Aspire Systems мы можем предоставить наше вечно зеленое решение финансовым учреждениям по всему миру благодаря опыту организации в предоставлении и внедрении, а также ее дополнительным услугам, таким как переменные повторяющиеся платежи, запрос на оплату и подтверждение получателя платежа. И мне показалось интересным, что они снова нацелены на эти решения корпоративного уровня, ориентированные на мгновенные платежи, предлагаемые ЕЦБ. Европейским центральным банком, платежами в режиме реального времени в США, как мы знаем, РТП, FedNow и SWIFT в частности. Недавно мы получили известие о том, что Федеральная резервная система США также запускает платежи в режиме реального времени в июле этого года. А теперь у нас есть партнер Ripple Finastra, который заключает партнерство по мгновенным платежам с Aspire Systems. Еще несколько партнерств высшего и среднего звена, которые создают XRP, повышают полезность, повышают спрос, повышают ценность, в частности, реестра XRP. Итак, еще одно замечательное предложение от Майка. Хотел бы еще раз поблагодарить его за публикацию этого сообщения. Итак, ребята, нам действительно нужно подвести итоги происходящему. Вы можете видеть, что здесь происходит. Это репортаж Мэтью Лини. Держатели деривативов хотят произвести расчеты, но у финансовых учреждений просто нет долларов. И вот почему во вчерашнем видео, которое вы, ребята, не видели, я приведу ссылку здесь, в правом верхнем углу. Там было так много разговоров о ликвидности и нехватке ликвидности, а также о том, как нам нужна ликвидность, и я постоянно упоминал об этом. Теперь снова появилось это слово ликвидность, ликвидность, ликвидность. И вот еще раз к этому моменту совместное заявление Министерства финансов и Федеральной резервной системы. Следующее заявление было опубликовано министром финансов Дженни Йеллен и председателем правления Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом. И вот что они сказали. Мы приветствуем сегодняшнее заявление швейцарских властей о поддержке финансовой стабильности. Теперь это связано с кризисом Credit Suisse там в Европе. Позиции банковской системы США по капиталу и ликвидности сильны, а финансовая система США устойчива. Несмотря на то, что мы слышали о ВБ, они по-прежнему утверждают именно это. Мы находимся в тесном контакте с нашими международными коллегами, чтобы поддержать их внедрение. Однако, взгляните на это, банки ранжированы по производным финансовым инструментам. Ниже приведен рейтинг всех банков США с точки зрения использования производных финансовых инструментов. Так что это ни в коем случае не твердые активы. Это сравнение основано на данных, опубликованных 31 декабря 2022 года. Теперь просто взгляните на некоторые из этих значений. Например, на $53 $2 Goldman Sachs, триллион долларов в деривативах, JP Morgan $50, триллион Citibank $47 $2, триллион Банк Америки $19 $7, триллион Wells Fargo $12 $3, триллион, и этот список можно продолжать и продолжать. Так что еще раз повторяю, я приведу ссылку на это в описании видео, если вы, ребята, захотите прочитать дальше. И вот, наконец, ФРС возглавляет глобальное повышение ликвидности. По мере углубления банковского кризиса это слово снова употребляется в отношении линий свопов в долларах США. Итак, мы действительно слышали об этом сотрудничестве между центральными банками. Своп-линии являются важным средством поддержки ликвидности, позволяющим снизить напряженность на мировых рынках финансирования. Итак, ребята, вот в чем проблема, с которой мы сейчас столкнулись. И я имею в виду, я знаю, что мы все отчасти надеялись, что увидим рост цен на XRP, основанный на интеграции стандарта ISO 2022. Однако система работает совсем не так. Джошуа Джейк, тем не менее, высказал вескую мысль. Стандарт ISO 2022 вступит в силу через несколько часов. Именно эти криптосистемы в сообществе ISO будут продвигаться вперед. Возможно, это произойдет не на этой
неделя, но когда будут выпущены цифровые валюты Центрального банка, эти альткоины могут двигаться вперед, основываясь на шумихе и спекуляциях. Поэтому просто приведите нам здесь график. И я знаю, что мы видели этот график в прошлом. Некоторые из монет – это проекты, которые уже соответствуют стандарту ISO 2022 или совместимы, или перешли на этот стандарт, включая Stellar, XLM, Hedera, Hashgraph. Хбар. У нас здесь есть Constellation, XTST, HESPA, Ripple, XRP, конечно, IOTA, Energy Web, блок Альянса, LX, Hvent, Algorand Salagenic и Quarium. Я просто назову пару таких монет. Итак, опять же возвращаясь к тому, о чем мы говорили, мы не заметили ажиотажа. Мы не видели, чтобы эти монеты действительно двигались в зависимости от однодневного события, не так ли? Полная миграция – однодневное событие. Однако ребята из ФОМа, как упоминал там Джошуа, могут загореться и загоряться. Как вы, ребята, можете видеть, XRP уже начинает расти. Рынок движется по восходящей схеме. Мы видим, как формулируется шаблон Nike Swoosh, и это будут монеты, которые решают проблемы в данном конкретном случае, монеты ISO 2022. Даже если на них напрямую не влияет эта интеграция, восприятие ФОМа, учитывая все обстоятельства, учитывая, что вы знаете, что мы сейчас находимся в такой ситуации. Повествование о биткоине, которое, очевидно, скоро загорится, и вы знаете, что происходит, когда биткоин растет. Все остальные монеты тоже имеют тенденцию к росту. Прямо сейчас доминирование биткоина составляет 46,5%, так что это самый высокий показатель, который я видел за последнее время. Это, знаете ли, признак начала бычьего роста. Биткоин обычно занимает первое место, а затем за ним, как правило, следуют остальные альткоины. Итак, ребята, возможно, настало время, когда в космос появятся более разумные деньги, и вы знаете, что согласно предсказанию Джошуа Джейка, монеты, которые решают проблемы, описанные в стандарте ISO 20022, на самом деле могут быть теми, которые продвинулись дальше всех в этом предстоящем забеге быков. Не потому, что на самом деле не из-за полезности ISO 20022, а из-за восприятия ФОМа психологии. И я думаю, вы знаете, что даже учреждения понимают, что это монеты, которые решат проблемы. И поэтому вы знаете, что касается крипторегулирования и всех тех других вещей, которые возникают, сэр, вместе с этим деньги потекут рекой. На этот раз это будут умные деньги, и я думаю, что это положит конец спекулятивным дерьмовым монетам. Вы знаете 200 или 22, извините, не 222, почти 23, плюс криптовалюты, которые в значительной степени являются просто мусором. Так что, следуя примеру Ripper Financial, центральные банки попытаются сами выпускать ODL. Опять же, возвращаясь к тому, что сказали Мэтью Ли и вы здесь, когда у нас есть центральные банки, которые сейчас пытаются создать свою собственную ликвидность. Они попытаются сами создать ODL. Но скоро ли они поймут, что Ripple обладает большими способностями, чем они сами? Опять же, есть решение, которое просто еще не реализовано, а именно ликвидность Ripple XRP с использованием ODL. Бобвей здесь даже объяснил переход на стандарт ISO 2022 для трансграничных платежей. Вот это сообщение от Андерцелла в Твиттере. Это чрезвычайно полезно для отдела банковских продаж Ripple. Обновленная система банка становится намного проще после того, как они будут интегрированы. Если говорить конкретно о стандарте ISO 20022 и о том, как это может повлиять и повлияет на банки, то, по словам Боба Уэя, переход на стандарт ISO 20022 чрезвычайно полезен для отдела банковских продаж Ripple. Хорошо, опять же, это не имеет никакого отношения к XRP, но если Ripple действительно продаст больше продуктов RippleNet, больше банковских продуктов, очевидно, что таким образом XRP косвенно в конечном итоге будет использоваться в более значимом качестве. Это фактически косвенный способ, которым ISO 20022 поможет XRP и другим криптосистемам, подобным тому списку, который я вам показывал, ребята. Вот эти как это поможет. Он говорит, что это означает, что каждый банк обязан внедрять новые технологии. Так что помните об этом. Это ключевой момент. Банки ненавидят перемены и уже работают над этим процессом. Перемены могут привести к новым проблемам, а это значит, что банкиров уволят. Это главная причина, по которой большинство банковских интеграций не происходит. Разработка новой системы – дело дорогостоящее и рискованное. Ошибки могут привести к банковским убыткам или штрафам. Банкиров увольняют. Человек, с которым вы ведете переговоры, должен иметь бюджет продукта, бюджет на разработку, склонность к риску. Бобвей продолжает, говоря, что в связи с обязательными изменениями в 2022 году человеку, с которым вы ведете переговоры, нужно только иметь бюджет продукта. Потому что теперь это обязательно, не так ли? Каждому банку необходимо перейти на этот новый финансовый стандарт. Деньги на развитие уже выделены в других местах. Никого не увольняют за то, что он выполнял свой мандат. Это значительно облегчает сделку Ripple с банком. Итак, ребята, помните, как это было в 2018 году? Я знаю, что некоторые из вас, ребята, пробыли здесь не так уж долго, но я помню, как в 2018 году Брэд Гарлингхаус заявил, что одна из самых больших проблем, одно из самых больших препятствий заключается
заключалась в том, что банки просто еще не готовы. И Ripple чувствовали себя так, словно попали в образовательный центр. Они были как бы в образовательном режиме. Им нужно было помочь обучить банкиров и дать им понять, что это, знаете ли, новая технология. Вот почему так будет лучше для вас. Но вы знаете, конечно, эти унаследованные отрасли промышленности они не хотят менять. Если что-то не сломалось, не чините это. Ну а теперь, ребята, перенесемся на несколько лет вперед, теперь на 6-7 лет вперед, и это будет санкционировано. И это приведет не только к росту продаж Ripple, но и к росту полезности XRP. Боб Уэй продолжает работу. Тем не менее, продажа банковского программного обеспечения по-прежнему является сложным процессом, особенно с учетом того, что ISC-SEC все еще добавляет в этот процесс FAT. Также и в случае с Ripple есть ISC-SEC, а это целая куча других червей. Но даже если банки будут ждать урегулирования, интеграция с их обновленной системой в 2022 году станет намного проще для Ripple. Самое большое влияние окажет то, что даже небольшие банки будут модернизировать свою систему, и я думаю, что это даже больше, чем вы думаете, поскольку они будут вынуждены модернизироваться с 2022 года. Дело в том, что теперь у нас есть небольшие банки, которые могут конкурировать с конкурентами из-за принудительного обновления. Что вы хотите этим сказать? Это будет означать, что банки, причем крупные банки, будут вынуждены интегрироваться. Это создаст гораздо больший пул банков, совместимых с ODEL. Небольшие банки получают наибольшую выгоду от ODEL. Это позволяет им сократить расходы крупных банков-корреспондентов на документооборот. Таким образом, по сути, выравниваются условия игры, усиливается конкуренция, создаются лучшие условия для внедрения XRP и других криптовалют. А помните, как Брэд сказал это в начале ралли альткоинов в феврале 2018 года? Отличие того, что происходит сейчас, от пузыря доткомов заключается в том, что в пузыре доткомов участвовали институциональные инвесторы. А затем розничная торговля вышла на первое место и подняла цены. Здесь произошло прямо противоположное. У вас уже есть розничный и своего рода спекулятивный интерес к рынку, а теперь к вам начинают поступать институциональные деньги. И если у вас фиксированное предложение, а у большинства цифровых активов фиксированное предложение, и у вас растущий спрос, я думаю, что это бычья динамика, которая будет продолжать создавать некоторые попутные ветры для цифрового актива. Там она обрывается, но продолжает создавать некоторые попутные ветры для рынка цифровых активов. И это было еще в 2018 году, ребята. Представьте себе теперь, что произойдет, когда институциональные деньги будут сосредоточены на монетах, которые, по их мнению, приносят пользу. Это не будет забегом для вашей бабушки. Соберитесь с духом, ребята, потому что это только начало. Это всего лишь мое мнение, но я хочу услышать, что вы, ребята, думаете. Пожалуйста, подпишитесь на канал, если вам еще не понравилось видео, если вам нравится контент, который я предоставляю. Я всегда с удовольствием выслушаю ваши комментарии. Смотрите, ребята, что будет дальше.